И всем привет, ребята! Меня зовут Влада4 Глент. И зацените на нашу обстановочку, атмосферочку, а? Сегодня, ребята, мы снимаем Google Challenge. Сегодня Влад будет угадывать самые популярные запросы со своим именем. А это значит много информации, приколов и кеков. А4 Production подготовил фейковые запросы. Это ловушки, которые могут ввести его в заблуждение. А у Влада задача угадать самый популярный запрос. Тот, который появляется первой строчкой в гугле. Все очень просто, предлагаю начинать. Ребята, на самом деле это что-то новенькое. Мы в каком-то телевизионном формате. Стол, ведущие, даже что-то есть в кружках. Я думаю, что в этом ролике мы ответим на самые главные интересные вопросы. Может, получится даже какое-то небольшое интервью. Поэтому присаживайтесь поудобнее и давайте смотреть этот ролик. Итак, погнали. Для начала такая небольшая разминочка. Мы ввели в запрос Влад А4 стал. Вот такой вот запрос. Влад А4 стал. Влада4 стал. Кем? Варианты же будут, да? Ну, естественно, варианты вам прилагаются. Итак, Влад А4 стал клоуном, Влад А4 стал Владом опять, Влад А4 стал ребенком и Влад А4 стал работником месяца в А4 Production. Опять Влад отпадает. Стал работником месяца в А4 Production. Отпадает. Вот, кстати, я бы не так бы спешил, объясню, потому что это статья. Может быть, кто-то решил фейк-статью такую сделать. Представляешь? Ну, легко же. Я думаю, что или клоун, или ребенок все-таки. Ну да, может быть. Не знаю, я ведущий вообще. Просто реально писали про клоуна, что клоун А4 это я. Люди, алло. Но Влад А4 стал ребенком, это был очень популярный запрос. Все очень долго ждали этого ролика, наверное, его гуглили, поэтому Влад А4 стал ребенком. Это мое мнение. А если нет? Я продолжу угадывать. Понял. Да, на самом деле Влад А4 стал ребенком, это правильный ответ. Капец, судья мне не помогает. Вы видели? Видели? Он меня путает. Моя задача сегодня сделать так, чтобы ты тупил. Это главная задача ведущего вообще. А я думал раскрывать гостя. Сейчас раскроем. Погнали. Дальше. Следующий запрос у нас Влад А4 купил. Вот как ты думаешь, пока без вариантов ответа, что может быть написано? Купил. Ламбу, самолет. Но геликом ты нашумел, тоже нормально. Ну, гелик не купил. В смысле, ты его в аренду взял или что? Ну, там и так все понятно, это никто не будет гуглить. Ну, два варианта, или самолет, или ламбу. Давай посмотрим варианты запроса. Влад А4 купил гелик, купил чизбургер, купил небоскреб и самолет. Легко, да? Да, легко. Самолет купил. Оно! Давайте расскажу. Я когда-то исполнил свою мечту. Вот, посмотрите фотографию. Я слетал на отдых на частном самолете. И написал в комментариях, что цель, номер, там, какое-то рандомное число выполнено. А все подумали, что я купил самолет. А я просто на нем слетал на отдых. Вот. Так что, да, я не закидывал фейк. Я действительно исполнил свою цель и искренне об этом написал. Хорошо, давай попробуем следующий запрос. Тут уже все начинается поинтереснее. Влад А4 продал. Вот что ты мог продать? Ну, я знаю, два варианта ответа. Окей. Продал канал, продал ламбу, продал душу дьяволу и продал мерч. Или канал, или ламбу. Ну, расскажи нам про то и про то. Мы послушаем обязательно. Вот. Нет, я расскажу, наверное, про продал ламбу. Это вот правильный запрос, я думаю. Да? Ну, я не знаю, могу проверить. Давай. Нет, это не самый популярный запрос с Влада А4 продал. Есть популярный запрос. Ну, канал, получается, да? Ну, давай проверим. Да, Влад А4 продал канал. Это самый популярный запрос. Вау. Давайте сначала расскажу про ламбу. Ламбу действительно продал, когда переезжал из Минска в Москву. Ну и подумал, здесь дороги хуже. На ламбе я уже накатался, машина плюс опасная, а я вам еще нужен. И продал ее. Вот. С каналом что у нас? А с каналом никто канал не продавал. Я же здесь, на месте, ребята. Алло. Слухи, видишь, как-то ходят вот такие я не знаю, запросы. ребята, отмена. В планах такого нет, ребята, отменяйте. Окей, следующий запрос у нас. Влад А4 любит. Ну, девушка там, поесть. Окей, давай посмотрим, что выдает Google. Любит Юлю, любит рыбу, любит BTS и любит своих подписчиков или нет. Ну смотри, у тебя тут выбор между рыбой, BTS, Юлей и подписчиками. Я думаю, что, скорее всего, люди гуглили про подписчиков. Про подписчиков? Ну, мне почему-то кажется. Ну, подожди, ну про Юлю люблю, рыбу не люблю, BTS люблю. Мне кажется, что именно BTS гуглили. Любит BTS? А, типа узнавали? Ну да. Ну ты же знаешь правильный ответ, и сейчас ты мне взял и подсказал. Нет, я первый раз вижу эти вопросы, ты что, прикалываешься? Нет, ты уже выбрал своих подписчиков или нет? Мы должны уже нажать. Ну, давай, нажимай. Мы просто разгоняем. Ну давай. Нет, читалось. Я думаю, что здесь что-то другое. BTS? Ну я не знаю. Жмакай на BTS. Нет, это неправильный запрос. Юлю? Я не знаю, ну смотри, тут у тебя уже два неправильных. Жмакай. На Юлю, да?
Нет! Влад А4 любит рыбу? Че? Подожди, они хотят, Влад А4 любит рыбу. Это вопрос, типа, или... Мне кажется, это утверждение. Люди тебя раскрыли, то, что на самом деле ты любишь рыбу и такие. Влад 4 любит рыбу. Короче, про рыбу, ну я ем одну рыбу, которая не отдает болотам и морям. Вот красная рыба. Она иногда не отдает болотам и морям. Вот лосось на пару, лосось гриль и бутерброды. Вот, 3 блюда. Про подписчиков, конечно, люблю. Юлю люблю. Понял, в принципе, нормально. Идем дальше. Вот это интересный запрос. Влад А4 24 часа. Это популярная рубрика у нас на канале. Запросы, погнали. На кладбище, в гелике, в психушке читает комментарии. Или гелик, или кладбище. Я думаю, что кладбище. На кладбище? Да, сейчас объясню почему. Да. Но опять же, мы очень долго не снимали это видео, 24 часа на кладбище. Потом все-таки сняли. А до этого люди, наверное, очень много его гуглили. Но ролик получился... Хороший. Не, он хороший. Но просто все очень сильно его просили. А когда мы его выпустили, люди такие, блин, жесткая какая-то тема. Уже и не хочется. Да, и такие, ну не знаю. Типа, реально что ли? Но мы, да, у нас такой ролик на канале есть. Короче, кто не смотрел, посмотрите. Будет страшно. Там много стрёмных моментов, это вообще хоррор настоящий. Готов к следующему вопросу? Да? Бай. Рубрика «Неожиданная просьба лайка». Вот, перед следующим вопросом. Ребята, вот смотрите, мы чистим зубы каждый день одной и той же рукой. Вы... Короче, я про что? Вы делаете много чего одинакового каждый день. А вот лайк — это такая штука, которую вы редко делаете. А когда мы делаем какие-то новые вещи, и вещи, которые мы давно не делали, развиваются новые нейронные связи, ага. Поэтому предлагаю вам завтра почистить зубы другой рукой. Попробуйте похавать другой рукой. А сегодня, прямо сейчас, попробуйте поставить лайк тоже неудобной рукой. Вот если вы все время правой тыкаете, поставьте левой. Я справился. Рубрика «Неожиданная просьба лайка» закончена. Переходим к следующему вопросу. Влад А4 против. Это будет интересно. НЛО, пиратов. Что? Ну тут много чего из роликов. А4 против НЛО, пират. Ну я не знаю. Окей, давай узнаем варианты запросов. Против зомби, против пятиклассников, против Cartoon Cat и против всех. Cartoon Cat. Ну почему? А зомби как тебе? Ну, кажется, кто гуглит зомби? Да нет, это сильный тег, ты подумай. Заезженная тема, зомби понятно. Вот ролик Влад А4 против пятиклассников. Пятиклассники, есть же такой ролик. 100% пятиклассник. И, ну подожди, только что был Cartoon Cat, подумай. Нет, я подумал, что против пятиклассников это больше про, типа, что я там, типа, меня пятиклассники зажали, и мы с ними там махаемся. У нас же есть такой ролик против пятиклассников. Мы соревновались в видах спорта, и они нас победили, по-моему. Че ты спойлеришь? Пускай люди посмотрят. Я сказал, по-моему. Итак, какой выбираем? Пятиклассники, 100%. Влад А4 против пятиклассников. Правильный ли это? Да? Что? Ну, ладно. Переходим к следующему вопросу. Влад А4 кто по? Кто по жизни? По жизни. Кто ты по жизни? Итак, по знаку зодиака, по жизни, по национальности и кто последний? Слушай, здесь хорошие теги на самом деле. По знаку зодиака. Ну почему ты так сразу выбираешь? Ну, ты А что подумай. еще делать? Ну, я попал в передачу «Кто хочет стать миллионером». И отгадываю. По жизни я блогер, по национальности белорус. Кто последний? Тоже возможно. 24, кто последний? Ну, по знаку зодиака, скорее всего. Выбираем, кто по знаку зодиака. Это неправильный запрос. Кто последний? Кто последний? Ну, мне кажется, национальность тоже могут гуглить, потому что это, ну, интересно. Все знают, что я белорус. Итак, кто последний? Неправильный вопрос. Итак, кто по жизни или кто по национальности? Ладно, по национальности. По национальности Да. или все-таки по жизни? Ну, по жизни такого не может. Ну, не знаю, может, вышел ролик, где ты в женском образе, и ребята решили загуглить. Влад А4 вообще Я кто не по верю, жизни? что вот взял подписчика и написал, кто по жизни. Не верю. Окей, давай узнаем, кто по... Да, правильный ответ, кто по национальности. Белорус. Я, да. Окей, давайте дальше. Набираем оборотики. Влад А4 фото. Какие фото у нас есть? 2022 с девушкой на Аву скачать с ламбой. Точно не на Аву скачать. Ты чё? Мне кажется, это наоборот самый популярный запрос. Тупая приписка. На Аву скачать. Ну, кто так напишет? Действительно странно. Я думаю, фото с девушкой. Фото с девушкой? Да. Нет, конечно, но это странно. Фото с ламбой. Ну нет, конечно, ребята. Фото 2022. Да ну ты прикалываешься, ну конечно фото на Аву. Ой. Фото 2022. Да ну, я не верю. Зачем это гуглить? Ну, может быть, хотят свежие фотки посмотреть. Да, кстати, есть такая тема, когда гуглишь, выдает какие-то древние. У меня есть какая-то фотка, я сделаю в 2015 в шторах, и она как будто... С тобой навсегда? Да, это странно. Может, кто-то хочет посмотреть более свежие, потому что человек же меняется как-то. И настало время пропиарить мой телеграм-канал. Давайте я вам залью туда 5 свежих фотографий, которых нет нигде, именно в телеграм. Ссылка в описании. По документам, в хорошем качестве. И вертикальные, и горизонтальные будут именно
именно в телеграм-канале, только там, больше нигде не будет. Окей, ладно, let's go дальше. Влад А4 забыл. Что ты мог забыть? Может, пока накинь что-нибудь? Забыл. Вот пока не смотри на экран, просто накидывай, а я посмотрю. Пароль. Чё ты повернулся? Забыл все, что у него есть. Забыл поздравить с ДР, забыл выключить камеру и забыл попить водички. Я думаю, что забыл выключить камеру. Ну это вообще, да, интригует. Я бы очень хотел, если бы я кого-то смотрел там, но мне было интересно, я бы просто, пожалуйста, хоть раз. Да, это правильный ответ, ну потому что это реально интересно, представь. Да, мне было бы очень интересно посмотреть. О, ну я думаю, ты уже сам знаешь этот тег. Влад 4 попал. Попал в аварию. Естественно, но здесь это очевидно, мне кажется. Попал в Майнкрафт, в топ-10 Forbes и в тюрьму. Как тебе вот этот запросик? Нет, попал в тюрьму? Я в тюрьму не попадал. Нету причин такое гуглить. А в аварию что ты попадал? Ну, в аварию я видел такое на ютубе. Да, и реально есть много видосов, где пишут, что я попал в аварию. Был же когда-то такой хайп. Да, был хайп, там есть типа ролик такой, но он очень прикольно смонтировал, но есть одно но. Машина, которая попала в аварию в ролике, это не Ламбо, это Феррари. А написано... Упс. А ролик называется «Попал на Ламбе». Фейки. Но мне кажется, да, попал в аварию, это правильный ответ, был такой хайп. Я один раз все-таки попадал в аварию. Я сдавал задом и в знак врезался. Ну серьезно, ДТП, действительно, как ты выжил? Как Влад А4 варианты вопросов. Делает прическу. Нет, пропал, поет в душе, сажает картошку, стал популярным. Пропал. Хорошо, твой вариант ответа пропал, да? Да. Как Влад А4 пропал? Это неправильный запрос. Ну, по-любому, значит, сажает картошку. Ну, стал популярным. Как Влад А4 стал популярным? Да, это правильно. Варианты ваши. Ну, слушайте, если хотите узнать ответ на этот вопрос, загуглите. Потому что я сам не знаю. Так вышло, случайно. Ну что ж, идем дальше. Влад А4 самый сильный человек, самый популярный канал, самый страшный квест. Не знаю. Да все мне запросы не нравятся. Не нравится? Ну, как будто зачем это гуглить? Ну почему? Например, самый страшный квест я бы хотел бы загуглить, чтобы посмотреть этот ролик. Самый сильный человек тоже хотелось бы посмотреть. Самый популярный канал, просто интересно, я так понимаю, это топ каналов. Тоже интересно, где мы сейчас там находимся, правильно? Ну самый-самый, это вряд ли Егор Крид написал тебе такой трек. Я голосую за самый страшный квест. Самый страшный квест, давай проверим. Да, это правильно. Ну, почему-то, видимо, зрители гуглят наши ролики. Может, на ютубе лучше это делать. Какой был самый страшный квест, на котором ты был? Последний. Вот этот с психушкой? Да. Там, где элемент огня? Нам сказали, будут спецэффекты. Вот будет один момент такой, вот будьте осторожны, там огонь, что-то такое. Вот кадр из ролика. Но этот квест был реально самым страшным. Вот прям, вот если его проходить без камеры. В следующий запрос Влад А4 сражается на ножах на Дасте 2 на 2. Это мой вариант. Влад А4 сражается с Сиреноголовым, Влад А4 сражается с Халком, Влад А4 сражается со сном и Влад А4 сражается с прической. Кто главный враг? Сон, Халк, прическа или Сиреноголовый? Все, кроме Халка. У Сиреноголовый? Думаешь? Уверен. Но это как будто и мой Google. Ну, типа, я могу это запросить. Про прическу, про сон. Но подписчики, вы хотели посмотреть ролик про Сиреноголового. Это правильный ответ. Я схожу с ума просто. Что происходит? Влад отгадывает все. Ну, здесь пока просто. Если есть название какого-то ролика, скорее всего, это гуглили подписчики. Влад А4 был. Ну, в смысле, как это? Было, не было челлендж. Был, есть и будет. Был в армии. Был первым, кто придумал «И всем привет». Ну, это сложный запрос. И всем привет, первый человек на планете. Добавил 3 буквы. И всем привет. Я думаю, в армии. Влад А4 был в армии? Да. Да как ты угадываешь? Ну объяснись. Ну, короче, это просто интересный запрос в плане вот... Ну, вот информация есть такая. Был ли или не был? Я не был в армии. Идем дальше. Итак, Влад А4 челлендж. Стой в гробах, полталава. Подожди ты, ну подожди. Полталава. Ну подумай. Полталава! Ну подумай. Ну, полталава. Есть челленджи с едой, есть челленджи в гробах, есть челлендж... Да, есть челлендж полталава, но также есть челлендж в бассейне. Сейчас лето, люди гуглят бассейн. Я стригусь на лысо, если это 24 часа в бассейне. Ребята, вот зафиксировали сейчас этот момент. Google, пожалуйста, Google. Сбей все алгоритмы и сделай Ну, так, давай, чтобы это давай, было в нажимай бассейне. бассейн. Давай проверим. Блин! Ой, я на микросекунду поверил, что это может быть. Хорошо, тогда ты, я так понимаю, Полталава, да. полталава выбираешь. И это неправильно. Ну, тогда с едой. Челлендж с едой? Проверим. Да, это челлендж с едой. Ну, понятно, просто намного больше роликов с едой, поэтому, наверное, гуглили, хотели что-то увидеть конкретно. Вот, есть у меня ролик с едой любимый, вот последний, любимое блюдо. Ребята, посмотрите, очень круто. Я даже видел реакцию 3 людей, которые смотрели ролик, я, получается, его смотрел 4 раза, и все угорали, всем смешно, и у всех жиза.
поэтому посмотрите. Ну и есть еще внутренняя статистика, которая показывает, как долго зрители смотрят видео. И вот этот дольше всех смотрит из роликов с едой. Поэтому посмотри. И лайков туда насыпьте, чтобы мы сняли вторую часть. Насыпьте, потому что я уже собрал там свой списочек блюд. Будет круто. Влад А4 работает. Кем Влад А4 работает? Как ты думаешь? В скорой помощи, в магазине, работает или нет, и работает в такси. Смотри, ролики у нас были и в магазине, и в скорой помощи, и в такси. А вот работает или нет, это вопрос. Мне кажется, работает или нет. Ну, типа, работает он или нет? Ну, давай проверим, но мне кажется, это странно. Нет, конечно, тут еще. Это очень странно. Ты работаешь или нет? Ну, если типа как на обычной работе, не работаю. Дома сидишь, просиживаешь штаны. В скорой помощи. Работает в скорой помощи? Ты, по-моему, даже не снимался в этом ролике. Как это возможно? Я не знаю, это странный запрос, давай в магазине. Работает в магазине. Есть! Правильно. Работает в магазине. Без комментариев, я не знаю, что сказать. Окей, идем дальше. Какой Влад А4? Ну, давай узнаем запросы. Был в детстве, в жизни. Какой у Влада А4 любимый автомобиль? Какой у Влада А4 номер? Я думаю, номер и в детстве. А в жизни? Это интересно. Что в жизни? Какой Влад А4 в жизни? И что тебе выдаст? Ну, не знаю, какой-нибудь бывший знакомый рассказал, какой ты в жизни. Все. Нет. Номер. Какой у Влада 4 номер? Окей. Да ну нафиг, я вот до последнего не верил. Ну, ребята, нет в интернете номеров блогеров. Это я вам гарантирую просто. А если есть, они не поднимут. Ну, вот я бы сказал, что какой Влад 4 был в детстве, меня интересует больше. Есть ролики про фотки, можно что-то погуглить, в Википедии прочитать. Сейчас вот опиши себя. Да какой? Обычный, веселый. Хулиган. Хулиган, правильно? Хулиганье. Какой у Влада 4 номер? Окей, ну, есть какой-то комментарий по этому запросу? Сказать? Ну, если хочешь похоронить свой телефон, можешь. Ну, единственное, что могу сказать, у меня уже больше года стоит вот эта функция, что нельзя позвонить. Ну, типа, вообще любой номер сбрасывается. Я понял. Ну, мне кажется, я звонков не жду. Ну, реально. Поэтому, ну, что мне звонить? Зачем тебе тогда вообще телефон? Я что-то не понимаю. Мне только в Телеграме можно позвонить. Понял, вопросов нет. Идем дальше. Влад А4 ест. Что ты мог есть? Суши, под водой, много еды, мукбанг, еду по алфавиту. Последний мукбанг вообще, я даже не знаю, что это. Это, наверное, когда просто много еды. Ест под водой. Думаю, популярный запрос. Ну давай проверим. Мне почему-то кажется, что суши. Да ну блин, да что это такое? Только я не понимаю, моя задача угадывать. Ну да, я понимаю, но как-то слишком все легко. Ну запрос просто реально интересный. Ест суши. Я не ем суши. Ты ешь в ролике пару раз ел суши. Много еды мукбанг, я бы тоже на это посмотрел, просто потому что название. Но это когда вот голова, а вот здесь повсюду куча еды, вот она здесь обставлена, и ты такой типа... Ну и иду по алфавиту, популярный ролик, могли бы. Это на втором месте у меня. Влад А4 выиграл $1 миллион, мне кажется, будет, нет? Выиграл Леона, выиграл челлендж, выиграл Оскар, выиграл в лотерею. Слушай, ну тут как бы и Леон хорошо подходит, и челлендж, в принципе, ну как бы прикольно загуглить, наверное, ролик, где Влад А4 выиграл челлендж, ну как-то интересно. Влад А4 выиграл Оскар, нет? Челлендж? Ну давай попробуем челлендж, мне тоже кажется, что это... В лотерею? Влад А4 выиграл лотерею, давай проверим. Ты выиграл в лотерею? Я никогда не играл в лотерею и в лотерею не выиграл. И люди это гуглят? Ну нет. Может быть, хотят такой ролик? Типа купить кучу лотерейных билетов и постараться выиграть? Если хотите, напишите в комменты. Я думаю, это мог получиться офигенный ролик. Ну блин, ну это странно. Окей, ладно, выиграл лотерею, неожиданно. Ну, надо такой ролик снять. Влад А4 поехал. Куда ты мог поехать? В Чернобыль, на рыбалку, в деревню, на велосипеде без рук. В деревню. Влад А4 поехал в деревню? А почему в деревню? Ну, я просто на днюху поехал в деревню свою один. И думал, это как будто стало популярным запросом. Окей, тогда... Чернобыль. Чернобыль, да? Ну, естественно, это популярно, это интересно. Мы снимали квест про Чернобыль. Да, но в Чернобыле мы не были, потому что... По-моему, там съемки должны были быть 3 дня, а у нас 3 дней нет. А, да. Окей, Влад А4 поехал в Чернобыль. Самый популярный запрос. Ну, вот эти вот слова. Влад А4 поехал. Давайте дальше. Что Влад А4 скрывает от подписчиков? Что Влад А4 сейчас делает? Что случилось Влад А4? И что такое Влад А4? Что такое Влад А4? Мне кажется, вот бабка заходит и пишет, что такое этот вот Влад А4? Вполне вероятно. Что скрывает? Скрывает? Давай проверим. Нет, ну странно. Ну, это представь, такая лотерейка. Что скрывает? Пишешь, и там тебе какой-нибудь запросик выдает. И сразу получил интересную информацию. Но такой не гуглит. Что сейчас делает Влад А4, может быть? Ну, как это можно гуглить? А как можно гуглить, что скрывает? То же самое. Ну, скрывает какую-то информацию, которая есть просто всегда, и тебе просто нужно ее найти и прочитать. Что случилось и что такое? Что случилось, Влад А4? Или что такое, Влад А4? Что такое этот ваш Что такое, Влад А4? наверное? Давай проверим, что Смешно такое звучит. Влад А4. Да, это топ-запрос. Вот когда вообще не знаешь меня, и слышишь Влад А4, ты думаешь, может, это заправка какая-нибудь. Но мне кажется, это когда вот подписчики подходят взрослым такие и говорят, хочу вот посмотреть Влад А4. Что такое Влад А4? Даже не кто такой, а что такое. Окей, давайте дальше. А4 Production. Сайт, как попасть, они существуют, мерч купить. А4 Production сайт. Даже если такой есть, это скам, сразу говорю. Еще А4 Production это такая мистическая какая-то организация. Как попасть? Как попасть в А4 Production? Слушай, ну, интересующий, наверное, вопрос. Нет,
Не самый популярный. Мерч купить? А4 Production мерч купить? Нет. Мерч, потому что не у А4 Production покупаются, а на сайте мерча. Что-то я вот слово мерч увидел и не сказал, что можно его купить. На мне, кстати, демо-версия. Она существует в единственном экземпляре. Здесь еще поменяются фотографии. Часто так бывает, да, приносят какие-то демо-версии, я их ношу. И вот в этой решил прям сняться. До вас дойдет только самый идеальный вариант, поэтому, чтобы все это не пропустить, заходите на сайт a4shop.ru, потому что, да, иногда там появляются какие-то эксклюзивы в лимитированных партиях, и их могут купить только самые шустрые. Как тебе А4 в виде пиццы? Это вообще хит. Давай продолжим. А4 Production сайт или А4 Production, они существуют с вопросительным знаком? Они существуют. Они существуют? Может быть, мы их всех выдумали, их вообще нет? Нет, это неправильный вариант. А4 Production сайт. Нету сайта А4 Production. Единственный сайт с А4 это вот a4shop.ru. Все остальные это фейки. Часто в названиях где-то ставят пробел, где-то точку, где-то там, бывает как-то дурят. Многие по ошибке заходят не туда, и там даже где-то оставляют свои денежки. Так что всегда переходите по ссылкам под роликом. Давай следующий вопрос. Подписчики Влада А4 в реальном времени. Как их зовут? Самое лучшее против хейтеров. Против хейтеров. Подписчики Влада А4 против хейтеров. Как будто может что-то существовать такое на ютубе, какой-то ролик, знаешь? Это существует в реале. Окей, погнали. Это не самый популярный запрос, к сожалению. Но в целом мне нравится за этим наблюдать, потому что где-то бывает какой-нибудь рандомный комментарий залетит от хейтера. И сразу заходит подписчик такой: "Что ты сказал про Влада?" И там вообще такие баталии начинаются. Я иногда за этим наблюдаю, это весело. Реально, подписчики вырываются. Спасибо, реально, вы красавчики. Но правильного ответа еще мы не узнали. Как их зовут? 40 миллионов людей переписал Google или нет? Это просто надо зайти в статистику самых популярных имен. Логично. В реальном времени. Звучит интересно. Конечно, в реальном времени. Просто всем же интересно, как подписчики крутятся. Ты так сказал, как будто мы накручиваем. Крутятся в плане, сейчас покажу. Сейчас покажу, что значит крутится. Вот, есть такая штучка, но такую вот штуку могу видеть только я. И вот этот счетчик, вот так он крутится. Подписчики подписываются, и оно вот обновляется. Поэтому я думаю, что некоторые люди хотят найти такой вот сайт. Это правда, это правильный ответ. Идем дальше. Влад А4 открыл. Что ты мог открыть? Спа в офисе, Бургер Кинг дома, свою школу, кейс в CSGO. Я все хочу. Бургер Кинг дома. Это клевый видос. Ну смотри, у нас есть 3 ролика. Влад открыл спа, открыл свою школу и Бургер Кинг. Вот какой твой любимый? На последнем месте для меня лично это школа, но мне кажется, школа победит. У меня на 3-м месте школа, на 2-м спа, на 1-м Бургер Кинг. Давай выберем Бургер Кинг, давай узнаем. Это неправильно. Я уверен, что школа победит, потому что, представь, школа, это настолько цепляет. Да, своя школа, сори, но я не ничего сказать. Посмотрите лучше ролик с Бургер Кинг. Да, есть любимые ролики, есть ролики, которые немного подальше от сердечка находятся. По-разному бывает. Окей, Влад А4 волосы. Что это? Синие. Как делает? Какого цвета сейчас? Белый Влад. Как делает? Как делает? Так. Ведущий уволен, к сожалению. Нет, конечно. Но это странный запрос, Влад. Подумай. Влад А4 волосы как делает? И что, там будет прям инструкция пошаговая, как ты делаешь волосы? Да. У тебя такая есть? Нет. И как тогда эту инструкцию добыть? Кто-то сделал. Человек вот так вот мыслит. Я бы из этого всего загуглил только второе. Серьезно? Представляем, прическа сложная, на первый взгляд. И вдруг кто-то бы хотел посмотреть, как это работает, чтобы примерить на себе. Я в детстве приходил в парикмахерскую и говорил: "Меня под Диму Билан". Он тогда вот это never let you go. И он был модный такой пацан. Типа здесь покороче и хвостик. А чё? Но там, грубо говоря, не надо было гуглить, как делать прическу, потому что нужно было просто прийти в парикмахерскую. А чтобы сделать такую прическу, нужны средства для укладки. В интернете кто-то мог все это дело объяснить. Окей, тогда мы выбираем что? Что мы Давайте, какого цвета сейчас? Влад А4 волосы какого цвета сейчас? Это неверный запрос. Белый Влад. Белый Влад. Да, просто странный запрос. Влад А4 волосы, белый Влад. Какие цвета ты еще рассматривал для волос? У меня были синие волосы. Я понимаю, может быть, ты еще какие-то хотел. Нет, не зеленое, красное. И то я покрасился в синий, потому что он все равно вымывается в белый. Поэтому во время покраски вообще без разницы, в какой ты красишься. Я даже в галерее нашел, вот это моя голова. А если гуглить, то вот есть такая фотка. Я так буквально неделю походил. Следующий вопрос. Как называется Влад А4? Что там за продолжение, я не знаю. В Телеграме. Lamborghini по-английски. Фильм, в котором играл Влад А4. В Телеграме? Как называется Влад А4 в Телеграме? Ты думаешь, это самый популярный запрос? Да ну нафиг. Сюда. Я что-то не понял сейчас. Вот, посмотрите. Вот так вот в поиске пишешь: Влад Бумага. Жду вас там всех. Очень много фоток. Конец? Все. В гугле написано. Конец. Все, Google закончился.
Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Прошлись по самым популярным запросам с моим именем и... Надеюсь, вы узнали что-то новое. Ну а с вами был я. Меня зовут Влад 4. Глет. Всем пока!